Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Это вторая часть ролика, посвященного теме прогноза поведения нефти в золоте и в долларе. В первой части ролика мы посмотрели общую картину. В этой второй части мы перейдем в меньшие масштабы и посмотрим на тенденции меньшего масштаба в рамках глобальной картины разворота нефти в золоте к росту. А потом посмотрим на то, как это выражается в поведении нефти в долларе. Сначала освежим взгляд на нефть в золоте в десятилетнем масштабе. Это опять нефть в золоте. В десятилетнем масштабе примерно с середины 19 века. То есть вот отсюда. В нем мы ничего нового вытащить по поводу изменения тенденций пока не можем. Мы определили столетний коридор, вот он, и разбили цены на зоны. Раз, два, три. То есть раз зона, два зона, три зона. Единственное, что еще раз отметим, это три минимума нефти. Эти три минимума предшествовали сильнейшим мировым кризисам. И эти кризисы впоследствии заканчивались серьезными военно-политическими конфликтами. Минимум десятых годов 20 века. Он явился следствием мирового экономического кризиса, который англосаксы разрешили в свою пользу Первой мировой войной. Это вот здесь было. Основной бенефициар – Штаты. Второй минимум – 20-30-е годы. Вот он. Причина минимума – Великая депрессия. Способ решения – Вторая мировая война. Основной бенефициар – опять Штаты. Третий минимум – конец 70-х. Начало 80-х. Наверное, 70-е, конец 70-х, 80-е, начало 90-х годов. Это общий кризис Запада 70-х, 80-х. Выходом из кризиса была продажа Горбачевым и Ельциным рынков и ресурсов СССР посредством либерализации его экономики. Очевидно, что сейчас в 20-м, вот он, четвертый минимум. Ростовщики, в основном иудейско-англосаксонские, в качестве выхода из этого кризиса предлагают инклюзивный капитализм. По большому счету, это приватизация 2.0 в пользу ростовщиков. То есть это наши 90-е, но только в мировом масштабе. Таким образом, они предлагают подчинение им всех рынков сбыта и захват производственных мощностей Европы, Южной Америки, Китая, Японии и прочих дальневосточных тигров, а также Индии. Плюс захват природных ресурсов России, Ближнего Востока, Австралии и Африки. Способ захвата – провоцирование локальных войн с последующей реализацией аналогов плана Маршалла или перестройки и приватизации в СССР. То есть скупка активов за корку хлеба. Альтернативный план – реализуемая Россией техно-экономическая стратегия вывода мира из экономической катастрофы тысячелетия, реализуемая нашим президентом. Провокация России на СВО – один из элементов торможения развития этой стратегии. В ближайшие 30-50 лет все сценарии нефти в золоте можно разбить на две группы. Первая группа – это колебания цены нефти преимущественно в диапазоне 0,3-0,8 унции, то есть примерно вот в этой области. Вторая группа сценариев – это существенный выход нефти за уровень 0,15 центов, то есть вот в эту область примерно. Зона 0,8-0,15, вот эта вот зона, это переходная зона между этими сценариями. Реализация первой или второй группы сценариев зависит от того, с какой скоростью будет реализовываться стратегия России по выводу мира из экономической катастрофы тысячелетия и переходу в новую техноэнергетическую эпоху. Эту стратегию реализует наш президент. Обратите внимание, что кризис, который все так давно ожидают и всматриваются в долларовые котировки фондовых рынков, облигаций, мусолят ставки, вглядываются во всякие индексы и отчеты, уже давно идет. Как мы видим с вами, этот спад начался в первой половине 2000-х годов. Вот здесь вот.
И похоже, что уже достиг своего апогея в 2020 году. Вот здесь. Очевидно, что все эти ждуны кризиса заорут в самом минимуме. Ну, это как положено. Запомните, когда и если все вокруг начали орать, что наступил кризис и полная катастрофа, пора задуматься и внимательно посмотреть, не пора ли начинать потихоньку покупать. Внимание! Во-первых, слово «покупать» это означает не пойти что-нибудь купить там, за вытащенные из кармана деньги. Речь идет об изменении стратегий. То есть, грубо говоря, как скажем так, то есть не пора ли перетрясти долгосрочные стратегии развития очень крупных процессов, там, бизнесов там, и так далее. И это не рекомендация делать это прямо сейчас. И не прогноз на завтра или послезавтра. Это просто шуточное обобщение рыночно-стадной психологии. Из десятилетнего масштаба больше пока ничего для прогнозирования сценариев мы вытащить не можем. Пока только можем констатировать, что мы находимся вблизи очень сильной поддержки в районе 0,03 унций. И также можем говорить о двух мощных сопротивлениях 0,08 унции и 0,14 унции. Это не обязательно уровни разворота. Помните, что это, вот все вот это десятилетний масштаб. То есть одна свеча 10 лет. Это как минимум уровни притормаживания или консолидации для 2,5-летнего или годовых масштабов. Из десятилетнего масштаба можно только сказать, что сейчас мы находимся вблизи зоны консолидации. Вот здесь вот. Вот она. На ближайшие несколько лет. Подчеркиваю, на ближайшие несколько лет. Фактически мы уже на дне кризиса, и наиболее вероятно, что будет происходить разворот, и нефть начнет движение в сторону верхней границы зоны. Ну, то есть куда-то вот нашего коридора вот этого. Но из предыдущего ролика мы помним то, как вел себя газ на американском и европейском рынке, и те оценки, которые мы получили другими подходами. Поэтому считаем высокой вероятность того, что нефть может пробить и этот коридор вверх, то есть уйти выше вот этой вот зоны. Ссылка на первую часть этого ролика, о которой я сейчас говорю, сейчас на экране и в описании ролика под этим видео. Напомню, что все графики к этому ролику есть в отдельной публикации на Дзене. Ссылка на эту публикацию также находится в описании этого ролика под этим видео. Ниже в закрепленном сообщении есть ссылка на сайт Финам. Там можно посмотреть онлайновый график нефти в долларах до месячного масштаба. А также в этом сообщении есть ссылки на процедуры открытия счетов Финам. Для чего это? Статус клиента позволяет получить доступ к большему количеству аналитической информации. И нам нужно запомнить на будущее еще один очень важный технический элемент на графике. Это глобальный 150-летний нисходящий треугольник. Вот он. Вот его верхняя сторона, вот нижняя сторона треугольника. Его вершина находится в области конца этого, начала следующего тысячелетия. Это оценка времени, когда будет сформирован максимум цен нефти в золоте, если этот треугольник будет пробит вверх. Нам это потребуется чуть позже. Еще раз напоминаю, что мы с вами смотрим истинные цены нефти, то есть цены в настоящих деньгах. И нахождение нефти в области 0,3-0,5, то есть примерно вот здесь вот, означает, что в экономике преобладают реальные кризисные явления и нет платежеспособного спроса на энергию. А нахождение в области 0,6-0,8, то есть где-то вот здесь, означает, что экономика ближе к высокому состоянию. Обращаю ваше внимание, что низкие реальные цены на нефть, то есть низкие цены нефти в золоте совершенно не означает, что они будут низкими в долларах или в ином фиате. Например, если сейчас реальные цены в золоте находятся на уровне начала-середины 70-х годов, то есть вот где они сейчас, а вот 70-е, начало 80-х годов. Но в долларах они сейчас почти в 20 раз выше. Это отражает только одно – инфляцию доллара. И все экономические показатели, рассчитанные в долларах,
лишь маскируют тот факт, что мировая экономика давно находится в очень серьезном кризисе. Напоминаю, что в золоте мы видим истинное состояние рынков и экономик. Ставим реальный диагноз и делаем прогноз динамики инструментов в настоящих деньгах. Причем я обращаю ваше внимание, что когда мы делаем анализ и прогноз активов в золоте, то, как правило, эти прогнозы более качественные, имеют более высокую вероятность, чем в фиате. Это является следствием того, что, во-первых, все экономические законы приметы, как и приемы технического анализа, были открыты и изобретены на данных, когда деньги практически имели золотое обеспечение, то есть до 70-х годов. Вот в этой области были сформулированы все основные положения современной экономики. А во-вторых, динамика активов в золоте ближе к натуральным показателям экономики. И в-третьих, отображение стоимости товаров и ее динамики, то есть имеется в виду этой стоимости, в золоте является наиболее подходящим приближением для точного эконофизического описания экономических процессов через их энергетическое выражение. Напомню, что поскольку наша нейтральная позиция – это позиция в золоте, именно на этапе анализа активов в золоте мы рассматриваем вопрос о возможности инвестирования собственных средств, то есть золота из нашей нейтральной позиции, в актив. На корпоративном языке это означает увеличение вложения собственных средств и прибыли в долгосрочные активы, в основные фонды, инфраструктуру, и так далее. И вспоминаем эмпирическое правило поведения активов в золоте. Как правило, признаки начала или окончания реального тренда в золоте появляются на одну волну раньше, чем аналогичные тенденции, аналогичные события в фиате. Поскольку это свойство сформулировано в волновых терминах, оно справедливо практически для всех временных масштабов. Единственное, что чем более мелкие масштабы вы уходите, тем аккуратнее нужно учитывать картину более старших масштабов. Имея прогноз поведения активов в золоте и учитывая прогноз поведения золота к фиату, в котором торгуется актив, мы уже можем делать предположение о поведении этого актива в фиате. В данном случае речь идет о поведении нефти в долларе. Фактически на этапе анализа активов в золоте мы принимаем решение о возможности инвестирования собственных средств. А на этапе анализа активов в фиате мы принимаем решение о наиболее выгодном и безопасном способе финансирования этих инвестиций. Если подзабыли или не видели доказательства эффективности этой схемы, гляньте ролики, где мы с вами на практических примерах с недвижимостью, с самим золотом и с нефтью показали преимущество такого подхода. Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под этим видео в его описании. Ниже в закрепленном под этим видео роликом сообщении есть ссылки на графики нефти на сайте Финам, на обучающие курсы в Финаме и ссылки на быстрые процедуры удаленного открытия счетов. Клиентский статус позволяет получить более широкий доступ к разной полезной рыночной информации и аналитике. Подчеркиваю, мы с вами не преследуем каких-то академических заоблачных целей и абстрактных споров о научной обоснованности перехода от Бреттон-Вудской системы золотого обеспечения доллара к ямайской системе бумажного обеспечения валюты. То есть перехода к обеспечению валют словом чиновника или банкира, типа «бля буду, она будет стоить». Здесь нас с вами интересуют только конкретные личные выгоды и конкретные положительные финансовые результаты. Напомню, что только за счет смены того, что мы считаем нулевой позицией, то есть того, во что мы возвращаемся из активов после инвестиций, либо в золото, либо в доллар, в ситуации, когда деньгами было золото, мы получили в 3-5 раз лучший результат. Подчеркиваю, не на проценты, а в разы. При этом мы не меняли стратегию поведения. И это не улучшение от изменения алгоритма принятия решений. Мы меняли только то, что считали нулевой позицией, то есть то, что считали деньгами.
Анализ и примерные оценки характера поведения нефти в золоте на ближайшие 15-25 лет у нас с вами есть. В ближайшие 5-10 лет наиболее вероятные колебания в диапазоне 0,03, то есть вот отсюда, и примерно до 0,15 унций, то есть вот примерно в этой области за баррель. А в следующие 5-10 лет более вероятным является диапазон от 0,1 унции и примерно до 0,35. Вот до сюда. То есть примерно вот в этой вот области. Более точно в этом масштабе и на этот срок мы спрогнозировать пока не можем. Потому что в десятилетних свечах находимся в коррективной волне. Вот она. Поэтому соотношения Фибоначчи будут работать не очень качественно. На графике нефти в золоте буквами показана наиболее вероятная разметка последних 150-170 лет. С конца, здесь в этом масштабе не видно, но с конца 1850-х по 860 год, примерно вот отсюда, у нас коррективная волна А, далее с 860-х по вторую половину 860-х, то есть вот сюда, у нас с вами волна Б, с середины 860-х до начала 30-х, то есть вот она, до начала 30-х. Это у нас с вами волна С, с начала 1930-х по середину нулевых это волна Д, и с середины нулевых по начало 20-х коррективная волна Е. В десятилетнем масштабе вся разметка не очень хорошо видна, и не все буквы видно сразу же, в силу особенностей программы, в которой мы смотрим на рынок. Поэтому на этой разметке мы еще раз остановимся в более мелких масштабах, в годовом масштабе. В десятилетнем масштабе я обозначил разметку нефти в золоте, чтобы подчеркнуть коррективный характер всего движения нефти в золоте в последние 150-170 лет. То есть вот она, коррективная волна вся. Можно учесть чуть больше волн в конце 19-го, начале 20 века, но это ничего принципиально не изменит. Движение середины 19 века по настоящее время все равно будет коррективной волной с наклоненным флагом. То есть вот с этим. С начала 20 века и по сегодняшний день. Но это не запрещает внутренним волнам этого флага, то есть во всей коррективной конструкции вот в этой, быть импульсами. Но вся конструкция с наибольшей вероятностью коррективная волна. Общее снижение реальной цены с середины 19 века отражает закон Маркса о росте производительности труда вследствие развития технологий. Но закон Маркса относится к идеальным системам, не учитывающим ограниченность ресурсов. И также он не учитывал увеличение работы для добычи одной единицы энергии, то есть для добычи одного барреля. Здесь очень тонкий момент, который очень важно понять. Маркс рассматривал ситуацию, когда для производства одной единицы продукции нужно все время выполнять одну и ту же полезную работу. Не затрачивать одну и ту же энергию на ее выполнение, то есть общую энергию, а проделывать одну и ту же полезную работу. Он интуитивно рассматривал ситуацию, когда для производства единицы продукции требуется проделать одну и ту же работу в физическом смысле. Общественно полезный труд определяет как раз не эту работу, а затраты обобщенной общественной энергии. Эти две величины и определяют КПД технологии. И именно затраты общественно полезной работы уменьшаются, если КПД технологии растет, а работы для выпуска единицы продукции остаются постоянными. Но в реальности ситуация кардинально отличается. Я не буду вдаваться в детали технологии нефтедобычи и поясню ситуацию очень-очень схематично и очень-очень приближенно. Поэтому заранее прошу инженеров не глубиться над упрощением в моей аналогии. Я пытаюсь показать не точную модель, а только лишь обозначить суть противоречия. Так вот, в отличие от ситуации, которую рассматривал Маркс, объем работы в физическом смысле, которую нужно проделать для добычи одного барреля нефти, все время растет. Очень упрощенно.
Если нефть залегает на глубине 100 метров, то чтобы поднять на поверхность 1 баррель, нам необходимо выполнить работу для поднятия веса массы 1 баррель на высоту 100 метров. А если нефть залегает на глубине 1000 метров, то есть в 10 раз глубже, то работа по подъему нефти будет минимум в 10 раз больше. На самом деле затраченная энергия будет больше, чем МЖH, поскольку КПД механизмов и технологии существенно меньше единицы. Плюс есть проницаемость пластов, ну и так далее, и тому подобное. Всякие инженерные очень такие непростые вещи. Но это сейчас не важно. Именно этот эффект и начинает все сильнее и сильнее сказываться с конца 1920-х, 20-х годов, то есть с начала 20 века. Идут два процесса. Развитие технологий добычи увеличивает их КПД и уменьшает долю энергии на добыче единицы нефти. Увеличение этого КПД конечное, в первую очередь, в силу ограниченности КПД тепловой машины. А ухудшение доступности ископаемого топлива постоянно увеличивает размер абстрактной полезной работы, которую необходимо проделать для добычи 1 барреля. Ну, то есть, грубо говоря, она все глубже и глубже залегает. И теоретически этот процесс увеличения энергозатрат на единицу продукции, то есть на 1 баррель, почти не ограничен. То есть рост может быть до бесконечности. То есть энергозатраты на добычу нефти могут расти практически до бесконечности. Это ситуация, когда нефти в земле уже совсем не осталось, а вы все роете и роете землю. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас цена нефти в золоте находится у нижней границы нашего диапазона и стоит примерно 0,035 унций за баррель. А это в 4-5 раз дешевле верхней границы первого диапазона, то есть 0,15 унций. И в 8-10 раз дешевле верхней границы в 0,3-0,35 унций. То есть примерно 8-10 раз дешевле, чем верхняя граница второго диапазона. С учетом того, что наш долгосрочный прогноз золота к доллару на 15-25 лет – это рост золота как минимум в 2-3 раза, то есть хотя бы до верхней границы первого диапазона, то есть хотя бы до 0,1 унции. То есть от 0,035 до 0,1 это как раз примерно в 2-3 раза выше. То для стоимости нефти в долларе, с учетом нашего прогноза динамики доллара к золоту, то есть для роста стоимости нефти в зоне доллара в горизонте 15-25 лет, получаем очень неутешительную оценку. Номинально в долларах ее цена может быть выше текущих цен как минимум в 5-10 раз и более. И причем это нижняя оценка. Но и это уже почти гиперинфляция. Поэтому относитесь с большой осторожностью к приплясам и прогнозам некоторых аналитиков по поводу происходящих в их голове технологических переходах в какие-то там то ли 5-е, то ли 6-е уклады, то ли во все вместе уклады. Текущая проблема звучит гораздо более приземленно. Хватит ли человечеству в ближайшие десятилетия энергии, чтобы хотя бы удержаться на том уровне развития, который сейчас достигнут? А вторая часть, то есть в этом случае тогда что, хлеб с маслом будут эксклюзивно есть только инклюзивщики? Сейчас мы с вами сделали оценку динамики нефти в долларе и из прогноза нефти в золоте, и из прогноза доллара к золоту. А теперь давайте глянем на прямой график нефти в долларе, на прямой график нефти в долларе в десятилетнем масштабе. Справа у нас с вами нефть в золоте в унциях за баррель в десятилетних свечах середины 19 века, вот отсюда. А слева та же нефть, тоже в десятилетних свечах и тоже середины 19 века, вот отсюда. Но в долларах США за баррель. Вот она. Напомню вам, что до конца 60-х годов прошлого века нефть в золоте и в долларе
выглядело почти одинаково. Этот Рубикон, вот конец 60-х годов, на графике помечен красной линией. Небольшая разница в динамике нефти в долларе и в золоте была в середине 19 века, ну вот здесь, вот в самом начале графика, во время гражданской войны в США, и в начале 30-х годов. Вот здесь вот разница была. В золоте в начале 30-х, вот здесь вот, нефть показала новый минимум. В долларах США его нет. Сейчас это не очень хорошо видно на долларовом графике. Но мы с вами этот фрагмент в меньшем масштабе еще раз глянем чуть позже. Связано это было с тем, что в начале 30-х годов, вот здесь вот, доллар был единоразово девальвирован властями США с 22 долларов за унцию до 35 долларов. Дальше все 30-е, 40-е, 50-е и до конца 60-х годов динамика нефти в долларе и золоте совпадала, поскольку курс доллара к золоту до конца 60-х был фиксирован. Но, как вы помните из ролика с долгосрочной историей и анализом доллара к золоту, в конце 60-х годов началась сильная девальвация доллара к золоту. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и в его описании под этим видео. Все отличие графика цены в долларе, вот это, от стоимости нефти в золоте, вот этот график, отражает только один факт – мощную девальвацию доллара к золоту с конца 60-х годов. Никаких других причин нет. В золоте, как мы с вами выяснили, весь 20 век и начало 20-го, вот он этот фрагмент, нефть практически не росла и в основном находилась в диапазоне 0,3-0,8 унции, примерно в этом диапазоне. А вот в долларах она как бы бурно росла. Ну вот этот фрагмент. 20 век и начало 21-го. Вы должны четко понимать, что этот рост никак не связан с ростом мировой экономики. В смысле роста реальных доходов большинства участников. Это чисто инфляционный рост за счет обесценения доллара. Все очень просто. Весь мир работал и создавал богатство. А Америка все время подпечатывала доллары и за эту резаную бумагу приобретала часть мирового богатства. То есть перераспределяла его в пользу себя. В Штатах, естественно, уровень жизни рос, но и там для большего числа участников экономики это перераспределение было в кредит. В результате сейчас общая кредитная нагрузка на всех участников экономической деятельности в Штатах свыше 350% от ВВП. Поддерживается эта схема только за счет военной силы. Прикрытием для ее применения являются так называемые демократические ценности. То есть, как только у вас обнаруживается нефть или какие-либо другие полезные ископаемые, запускается печатный станок в Штатах. И вам предлагают продать ваши месторождения за свеженапечатанную полиграфическую продукцию. Но если вы не согласны, то это нарушение демократии. Нарушение демократии – это когда вы не делаете так, как сказал дядя в ковбойской шляпе или в пробковом колониальном шлеме. Это и есть нарушение порядка дядей в ковбойских шляпах, построенного на правилах. И тогда к вам летят упорядочители на F-16. Эта финансовая схема, если не злоупотреблять печатанием долларов, более-менее устойчиво работает до тех пор, пока 10-15% стран, ну или там 30-20, неважно, не начнет отказываться кормить обезумевшего от жадности гегемона. Именно последствия сошедшего с ума с конца 60-х печатного станка, вот они, мы с вами и видим на левом графике. Если в золоте, как мы с вами чуть раньше определились, мы с наибольшей вероятностью имеем коррективную волну, вот она, коррективная волна, то на левом графике, то есть для нефти в долларе, вот здесь, с конца 19 века и по 2007 год, вот по вот это место, с наибольшей вероятностью мы имеем первую волну в терминах Эллиота.
Она имеет ярко выраженную пятиволновую импульсную структуру. Я ее обозначил большой зеленой цифрой 1. Вот ее внутренняя пятиволновая структура. Раз, два, три, четыре, пять. Обратите внимание, что нарушаются соотношения Фибоначчи. Мы ее подробнее глянем чуть позже в меньших масштабах. Сейчас, исходя из нашего предположения, мы находимся или во второй, вот здесь вот, большой зеленой волне, вот двоечка, но имеется в виду большой второй коррективной волне, или уже перешли в формирование большой третьей зеленой волны. Как мы увидим чуть позже, вторая большая зеленая коррективная волна, вот эта вот, с наибольшей вероятностью уже завершена. Это дает нам право оценить минимальный порядок ценового размера третьей большой зеленой волны и ее наиболее вероятную минимальную продолжительность по времени. Для оценки минимальной цены максимума третьей большой зеленой волны мы отложим Фибоначчи, вот он, зелененький, от размера первой волны, вот размер первой волны, от предполагаемого дна второй волны. То есть откладываем его, естественно, вверх. А для оценки минимального наиболее вероятного времени формирования максимума третьей большой зеленой волны мы отложим вправо длительность по времени первой большой зеленой волны, вот она, с начала 19 века и по окончании первой волны. Откладываем его вправо, вот сюда вот, это время. Вот это вот красная линия. Это время мы отмерили. Фибоначчи говорит нам, вот так вот подсожмем, Фибоначчи говорит нам, что минимальный порядок цен для формирования вершины третьей большой зеленой волны – это примерно диапазон между 150 и 150 долларами. Это минимальный уровень для формирования вершины третьей волны. Ну, имеется в виду третьей большой зеленой волны. С минимальностью мы разберемся чуть позже. Минимальное время для формирования вершины третьей большой зеленой волны – это конец этого столетия. Ну, вот это примерно там 2090 какие-то или 2100 какие-то года. Но если мы возьмем не один размер первой волны, как это сделано здесь по времени, а возьмем 1,61 этого размера, то время вершины третьей волны уйдет в середину следующего 22 века. Ну, то есть вот сюда вправо уйдет. Будет длиннее примерно наполовину вот этой палки. Это минимальные оценки времени и цены для формирования большой третьей зеленой волны. Почему минимальные? Давайте глянем на историю формирования первой большой зеленой волны и на причины ее отклонений от разметок Фибоначчи. То есть вот на этот вот фрагмент будем сейчас смотреть. По-хорошему, для большей каноничности нужно смотреть в 2,5-летнем масштабе. Но вам чисто психологически проще будет восприниматься все это в годовом. Идем в годовой масштаб. Справа это цены нефти в золоте за последние 150 лет. Примерно вот они в годовых свечах. А слева это та же нефть VTI, но в долларах. Ну, тоже в годовых свечах. Бегло освежим в памяти минимумы нефти в золоте. Минимум конца 19-го, начала 20 века. И далее Первая мировая война. Вот здесь она началась. Минимум конца 20-х, начала 30-х. Вот он минимум нефти в золоте. И опять Вторая мировая война. Вот здесь она проходила. Минимум 70-х, 80-х. Вот он. И продажа Горбачевым и Ельциным СССР. Вот здесь, в этом месте. А вот здесь, в 1978 году, вот это минимуме,
Англосаксы с французами, чтобы затормозить СССР, втянули нас в Афган. Напомню, что Китай тогда вместе со Штатами был против нас и очень активно участвовал в снабжении душманов оружием. Обратите внимание, что в 2020 году, вот здесь, вот они, цены нефти в золоте падали даже ниже, чем в конце 19 века и ниже, чем в 30-х и 70-х годах. Вот он, новый минимум. Это означает, что реальный платежеспособный спрос на собственные средства сейчас даже ниже, чем в кризисе тех периодов. Имеется в виду в долларовой зоне. Подчеркиваю, не спрос хотелки за кредитные деньги, которые потом не из чего возвращать, а платежеспособный спрос, подкрепленный реальными собственными доходами. Это, кстати, совпадает с оценками реальных доходов большинства населения в Штатах. Сейчас по покупательной способности они на уровне 50-х, 60-х годов прошлого века. То есть примерно вот в этом месте. А в перспективе будет даже ниже. По всей видимости, вот на уровне 30-х, 40-х годов. Стремление ростовщической верхушки к инклюзиву как раз и отражает тот факт, что почти ни у кого, особенно на Западе, нет собственности, не обремененной циклопическими долгами. И они просто хотят привести ситуацию к логическому статусу кво. Собрать все, отобрать все и монопольно сдавать в аренду. По таким ценам, чтобы ловчее принимались решения об эвтаназии. Мы на этот статус-кво ответили СВО. Чтобы лучше было видно, смотрим нефть на обоих графиках до 60-х годов. Сейчас мы вот так вот их раздвинем. Вот так. И вот так. Ну вот теперь они, в принципе, одинаковые. То есть вот здесь, где мы не видим, все то же самое, абсолютно. Разница только вот здесь появляется, где золото колебалось. Тут есть небольшая разница, но ее даже и здесь плоховато видно. Все это нам нужно, чтобы лучше понять причины диспропорции для нефти в долларе в первой большой зеленой волне. Но здесь мы ее уже не видим, то есть только первое начало, первый кусочек. Эти причины точно так же будут работать и в третьей большой зеленой волне в ближайшие 100-150 лет, если долларовая зона не присоединится к стратегии России по выходу из глобальной экономической катастрофы тысячелетия, реализуемой нашим президентом. Прогноз нефти в долларе фактически будет прогнозом стоимости нефти для формирующейся долларовой зоны. Для условной зоны евро будет свой прогноз. Для юаневой, рупиевой и рублевой зон тоже будут свои прогнозы. Именно в этом и будет суть распада мира на разные зоны. Но распадаться он будет не на валютные, а на энергетические зоны. А разная динамика стоимости нефти, то есть энергии в валютах в этих зон, будет только отражать этот факт. Но, как вы уже видели в предыдущем ролике на примере газа в золоте в Европе и Штатах, для разных зон стоимость энергии будет существенно отличаться и в золоте. Самая низкая стоимость энергии в золоте будет в зоне рубля. Главная причина этого – техноэкономическая стратегия России по выходу из глобальной энергетической катастрофы тысячелетия, реализуемая нашим президентом. Обратите внимание, что с 1870-х, то есть примерно вот отсюда и вот отсюда, по 1960-е, вот по вот это вот место, графики почти одинаковые. Ну, небольшое отличие вы уже видите, да, то есть 40-е, 50-е, 60-е отличаются от цен в золоте в это же время. Но в золоте в начале 30-х нефть показала, во-первых, нефть показала новый минимум в золоте. И технически это продолжило состояние коррективной волны. Вот коррективная волна продолжается.
начавшийся а волна эта началась, то есть, ну вот отсюда, в середине 19 века. А вот в долларах из-за его девальвации к золоту новый минимум в начале 30-х не появился. Вот здесь вот, может быть, плоховато видно, конечно. Вот здесь нового минимума не появилось. Нового минимума не появилось из-за девальвации доллара к золоту. И поэтому фрагмент конца 19 века, начала 30-х годов, вот этот вот, стал претендентом на первую, ну, в данном случае, то есть потом это будет первая большая зеленая волна, но он стал претендентом на первую синюю волну. Вот она. В золоте ее нету. Здесь продолжается коррективная волна. Кстати, примерно в это время, в начале 30-х годов, примерно вот здесь вот, Элиот опубликовал свою теорию. Очевидно, что он над ней работал для данных, практически отраженных в золоте. То есть причиной технических отличий в начале 30-х годов, то есть вот здесь вот, для долларового и для графика нефти в золоте стала девальвация доллара к золоту в начале 30-х годов. Вот она на графике золота, эта девальвация. Сейчас мы его вот так вот только возьмем. Вот так, вот так, вот так и вот так. Вот это девальвация доллара 30-х годов прошлого века. Закрываем. Смотрим дальше. До середины 60-х графики опять не отличаются. То есть, если смотреть отдельно вот этот фрагмент и отдельно вот этот вот, безотносительно к тому, что было раньше, графики практически одинаковые, так как доллар золоту стоит на месте. И так до 1967-68 годов. Вот максимум и вот максимум. Отличия начнутся только вот отсюда. Пока именно вот в это время, в конце 60-х годов, начинается новая девальвация доллара к золоту. Обратите внимание, в начале 70-х нефть в золоте начала падать. Вот оно падение. Отражая реальный спад платежеспособного спроса из-за невозможности воспроизводства экономики при таком соотношении стоимостей энергоносителей, труда и готовой продукции. А в долларах в начале 70-х она начала расти. Вот она. Это начались попытки западного капитала замаскировать кризис и выхода из него через девальвацию доллара, то есть через удешевление труда. Смотрим на золото. То есть вот началась девальвация доллара. Начало 70-х годов. Вот он полетел из района 35 в район 170 долларов. То есть финансовый капитал просто начал удешевлять реальную стоимость труда. Потому что зарплаты так не росли, как золото к доллару. Но поскольку с начала 30-х основная физико-экономическая причина кризиса 30-х не была решена, девальвация сама по себе помогла ненадолго. Девальвация валюты к золоту снижает реальные зарплаты, но это влечет за собой падение объема платежеспособного спроса, а значит и объемы рынка продаж. Это, соответственно, влечет к снижению объемов производства, то есть к продолжению кризиса. Что мы с вами и наблюдали в 70-х годах. И, в общем, наблюдаем и сейчас в мире. В натуральном выражении большинство показателей падает больше 15 лет по всем ведущим экономикам мира. Кроме России, естественно. Для увеличения объема рынка потребления нужно либо изменить распределение общественного продукта в пользу труда, то есть больше платить труду. Мы это сделали
в 1917 и называется это социалистическая революция. Либо нужно захватить новые источники дешевых ресурсов и рынки продаж. Обычно это называется мировой войной. Первая и вторая были как раз по этой причине. Либо нужно фундаментально решить ключевую эконофизическую задачу воспроизводства и эволюции социально-экономических систем. Именно это и предлагает Россия миру для выхода из экономического катаклизма тысячелетия. Сдвигаемся по нефти вправо до 80-х. Вот нефть в долларах, сдвигаемся вправо. Вот так вот примерно. Все 70-е годы, как и в 30-х годах, нефть, так это мы закрываем, здесь тоже сдвигаемся. Вот так вот смотрим. Все 70-е годы, как и в 30-х, вот они, 30-е годы, нефть в золоте лежит. Вот оно, дно 70-х годов. То есть кризис у всех идет. Что-то надо делать. А мы с вами делаем вывод, что причиной того, что в нефти, в долларе, начала рисоваться третья синяя волна, вот она, третья синяя волна наша. Причиной этого является только лишь девальвация доллара к золоту, которую мы сейчас смотрели, 70-х годов. Вот еще раз смотрим. Вот она. Девальвация доллара к золоту 70-х годов. Вот она. Закончилась. Девальвация понизила реальные затраты на труд. В дополнение к этому, чтобы еще больше снизить затраты на труд, Запад начал перенос производств в Юго-Восточную Азию. А дальше что? Дальше нужны новые дополнительные ресурсы. Желательно подешевле. Ну и новые рынки. В этом Западу подсобили предатели Горбачев и Ельцин. Сдвигаемся до нашего времени по нефти. Так вот примерно это сделаем. И здесь вот так вот. Тоже примерно с 20-х годов тут было у нас видно. То есть вот у нас с 10-х годов, с 20-х нефть в золоте. И с 10-х, 20-х годов у нас нефть в долларе. Вот она. То есть это нефть за последние 100-120 лет. В 80-е и 90-е на подкупе и сдаче СССР, на падении потребления ресурсов всем бывшим советским блоком, нефть поболталась в коридоре. Это вот 80-е и 90-е. И здесь 80-е и 90-е. Нефть поболталась в долларе и в долларе, и в золоте. Смотрим еще на золото. Золото в 80-х, 90-х тоже поболталось в коридоре. Так вот, сдвинемся. Наверное, тоже так вот возьмем с 20-х годов. Вот так примерно. Но в начале 2000-х, вот здесь, началась новая волна девальвации доллара к золоту. То есть ресурсы кончились, кризис начал опять на Западе нарастать и начали девальвировать доллар. Началась девальвация доллара к золоту. Вот она. Ростовщики сразу взорвали башни в 2001 и подняли авиацию за нефтью Ближнего Востока, то есть за новыми ресурсами.
Первая синяя волна девальвации, то есть вот эта вот единичка, первая средняя синяя волна девальвации доллара в нулевых сформировала пятую синюю волну в нефти, в долларе. Вот она. Обратите внимание, все происходит синхронно. Прямая причинно-следственная связь. В итоге отмечаем, что формирование всей первой большой зеленой волны, то есть вот с 20-х годов и по 2007 год, это не что иное, как банальная девальвация доллара к золоту. То есть все вот эти вот, почти 100 лет. И все, больше в этом ничего нету. Мы с вами оценили возможные масштабы третьей большой зеленой волны нефти в долларе. По времени это не меньше 100 лет. И минимальные ценовые размеры. Это как минимум 150-250 долларов. То есть вот наша оценка по Фибоначчи. Это где-то вот эта область. Это минимальная оценка только по графику нефти в долларе. Но это в случае, если доллар будет эти 100 лет стоять к золоту как прибитый или будет даже слегка укрепляться. А это в соответствии с нашим с вами долгосрочным прогнозом золота к доллару очень маловероятно. То есть мы в горизонте пары десятков лет очень легко, не удивляясь, можем увидеть цену нефти в долларовой зоне как минимум в несколько сотен долларов за баррель. Это если, повторяю, это если доллар не будет девальвироваться к золоту. И держим в уме, что цены нефти на самом деле в долларах будут определяться в основном степенью девальвации доллара к золоту. Отмечаем еще один технический момент. Поскольку первая большая зеленая волна в нефти в долларе, вот она вся эта волна, имела сложную пятиволновую импульсную структуру, то с очень высокой вероятностью начинающаяся третья большая зеленая волна, то есть вот у нас пятиволновая структура, раз, два, три, четыре, пять. И первая волна завершена зеленой, вот она. То с очень высокой вероятностью и начинающаяся третья большая зеленая волна, то есть вот так вот, которая начинается, будет иметь как минимум пятиволновой характер. Очевидно, что если размер всей третьей волны по времени порядка 100-150 лет, то 5 волн ее внутренней структуры, то есть 3 импульса вверх и 2 коррекции вниз, будут в среднем как минимум по 20-30 лет. Причем обратите внимание, что нарушение пропорций в нефти в долларе между первой, третьей и между третьей и пятой синими волнами – это только следствие масштаба девальвации доллара к золоту. Обратите внимание, что в золоте точно такое же нарушение обычно встречающихся пропорций Фибоначчи 0,61, 1,61. То есть вот они эти нарушения. Раз, два, три. Но в этом ряду есть и большие соотношения. 2,61, 4,23 и так далее. До бесконечности. Это одна из иллюстраций того, что волны Эллиота неплохо работают для котировок в золоте, но начинают хуже работать для котировок в полиграфической продукции, то есть в фиате. Ну а сейчас мы смотрим на доллар. Смотрим еще раз на нефть в золоте. Нефть в золоте все это время, с начала 20 века, вот отсюда, колебалась в нисходящем коридоре. Вот он, этот коридор нисходящий. Коррекция вниз во второй половине нулевых и в десятых годах, вот, до 20 года, это добывание Западом сланцевой нефти в пустынях Ирака, Сирии и Ливии. И камлание с бубном вокруг ветряков и солнечных нагревателей. Но в первую очередь это проявление реального экономического кризиса, проявившегося для публики в 2008 году. Вот здесь вот. Очевидно, что ни сланец и захват нефти Ближнего Востока, ни попытки нарушить закон сохранения энергии посредством плясок с бубном вокруг зеленой, то есть средневековой энергетики, проблему глобально не решили.
что сейчас и доказывает Европа, банально наращивая потребление угля. Проблема с новыми рынками и дешевыми ресурсами по причине отсутствия нового СССР и нового Горбачева с Ельциным пока не решается. Похоже, что на замену им вышла Урсула Эммануэль фон Жозеп дер Шольц, готовая за долю маленькую продать Европу англосаксам с потрохами. Но Европа – это только рынки, и пока и это не очень помогает. Потому что желанию захватить ресурсы противостоит СВО. Прибрать наши ресурсы примерно так, как это частично было сделано при развале СССР в 90-х, это основной экономический смысл действий наших противников в СВО против нас. Открываем золото. С 2016, вот отсюда, началась новая волна девальвации доллара к золоту. Причем, как мы с вами ранее при анализе золота определяли, наиболее вероятно, что рост с 2000 по 2012, вот этот вот, это только первая внутренняя волна во всей большой третьей волне. Мы с вами эту первую внутреннюю волну обозначили средней цифрой 1. Вот она. Ну, дальше вторая волна. А фрагмент с 2016 года, после второй волны, и по настоящее время, это наиболее вероятно только еще развивающаяся третья волна. Мы с вами обозначили ее синенькой цифрой 3. Вот она. Причем обе они являются внутренними для большой третьей зеленой волны. То есть вот этой вот. А это сильно увеличит вероятность того, что третья синяя и будущая пятая синие волны могут быть сильно растянуты. А это в свою очередь означает, что фактор девальвации доллара к золоту усилит свое влияние на цены нефти в долларе. То есть вот на этом графике. Закрываем золото. То есть даже при текущих ценах нефти в золоте, то есть даже если они колеблются где-то вот здесь, если в ближайшие 3-5 лет произойдет падение доллара к золоту хотя бы в район 4-5 тысяч, там, так это мы вот так вот сделаем, в районе 4-5 тысяч долларов, то мы очень легко увидим цены нефти как минимум выше уровня 150 долларов за баррель. То есть выше максимума 2008 года. А это, в свою очередь, будет первым подтверждением того, что большая третья зеленая волна в долларе, то есть вот здесь вот, началась. Теперь я надеюсь, что вы понимаете, каков основной финансовый смысл медицинского психоза 2020 года. Это вот здесь вот и вот здесь вот. Смотрите, нефть в золоте в 2016 находится у нижней границы столетнего диапазона. Вот он этот диапазон. И рисует годовую свечу разворота и в долларах. Вот она, 16 год. И в золоте. Поэтому после ее пробоя в 2017 году, то есть вот здесь вот и вот здесь вот, с учетом того, что нефть в золоте находится у своей 150-летней поддержки, вот она, в долгосрочном плане, то есть на горизонте 3-5 лет, ну такой среднесрочный горизонт 3-5 лет и на более долгосрочный, мы видим как минимум высокую вероятность разворота нефти в золоте. Значит, на эти горизонты нефть надо покупать очень много месторождениями, компаниями, странами. Значит, что? Значит, нужно пугнуть нас, дурачков, вирусом, печатать доллары и покупать, покупать и покупать. В пользу увеличения масштаба девальвации доллара к золоту играет и все время нарастающий циклопически более 350% ВВП общий долг американской экономики. Общий долг – это государство, плюс корпорации и плюс домохозяйство. А также постоянно растущий двойной дефицит в несколько десятков процентов. Это дефицит бюджета, переваливший за $1 триллион, и аналогичный дефицит внешнего торгового
баланса штатов. В рамках нашего с вами предположения о том, что конфигурация нефти в долларах с 900, с 900 по 2008 год это первая большая зеленая волна, то в этом случае конструкция со второй половины 2000-х, вот отсюда, и по 2020 год это наиболее вероятно вторая коррективная волна в терминах Эллиота. Возьмем ее покрупнее. То есть вот так вот сделаем. Вот так. И вот так. Так вот. Ну, примерно так возьмем. Совершенно четко видим, что в нефти в долларе это практически классический зигзаг. Раз, два, три. В нефти в золоте эта волна с наибольшей вероятностью тоже трактуется как зигзаг. Все движение с начала 2000-х это коррективная волна Е, вот она, которая состоит из внутренней волны А, внутренней волны Б и растянутой длинной волны С. Вот она. Еще раз обращаю ваше внимание, что в золоте волна А, то есть вот она, в золоте волна А начала рисоваться на 2,5-3 года раньше, чем в долларах. Вот максимум в золоте 2005 года, вот он. А соответствующий максимум в долларах нарисовался только в 2008 году. Вот на этой свече. И только потом начала рисоваться волна А для нефти в долларах. Вот она где начала рисоваться. То есть на 2,5-3 года раньше, позже, чем соответствующая волна А в золоте. Нужно очень четко понимать, что это одна и та же нефть, и что в долларах она не стоила дороже. Просто этот доллар валился к настоящим деньгам, то есть к золоту. Подобную картину мы с вами видели, когда смотрели американскую недвижимость, и многократно столкнемся в будущем, когда будем смотреть другие активы. Связано это с тем, что золотое отображение показывает реальное экономическое состояние, а картина в долларах показывает то, как падает покупательная способность долларовых зарплат и накоплений при использовании долларовой эмиссии и кредита для перераспределения в пользу ростовщиков части общественного продукта. Наше главное предположение состоит в том, что как в золоте, так и в долларах с наибольшей вероятностью коррективная волна с середины 2000-х, вот отсюда, вот она, ну и вот здесь тоже, вот она, со второй половины 2000-х, с наибольшей закончилась, то есть что эта волна закончилась в 2000 году, то есть вот здесь вот. То есть это наша основная гипотеза. И здесь в трактовке волн в золоте и в долларе есть очень существенное отличие. Падение нефти в золоте середина 2000-х, вот оно, в первую очередь отразило развитие реального экономического кризиса в мировой экономике с начала 2000-х годов. То есть он примерно начался примерно вот в этом месте. Второстепенным фактором, повлиявшим на падение нефти, было увеличение предложения сланцевой нефти и пляски вокруг так называемой зеленой энергетики. Но это уже в десятых годах. Сланцевые и зеленые факторы игровые и фиктивные. Сланцевая нефть и газ существенно дороже традиционной нефти. А так называемая зеленая энергетика дороже традиционной в разы. Поэтому рекламные приплясы со сланцевой нефтью и зеленой энергетикой можно трактовать как некий кредит у будущего. Поэтому этот пиар-кредит завышенных ожиданий от внедрения сланцевой и зеленой энергетики рано или поздно приведет к росту реальной себестоимости энергоносителей. В чем смысл этого кредита? Сланец, а тем более зеленая энергетика, существенно дороже традиционных источников энергии.
Но на момент начала эксплуатации сланцевых месторождений были использованы производственные резервы старого бурильного оборудования и различные схемы субсидирования. Это позволило организовать в течение нескольких лет атаку на традиционную нефть и сбить на нее цену. То есть что зеленка, что сланец – это были игровые инструменты для того, чтобы сбить цены на нефть в традиционных источниках. Но в долгосрочном плане сланец, а тем более ветряки и солнечные батареи в силу реальных физических законов существенно дороже традиционных источников. И в долгосрочном плане они без субсидий не конкурентоспособны. Но эти субсидии фактически делаются из резервов, созданных ранее, или в кредит. Именно поэтому сейчас быстро растут государственные долги зачинателей зеленого и сланцевого переходов. И эти резервы кредитоспособности не безграничны. То есть и кредитоспособности резервы имеют определенные пределы. Постепенно это начинает проявляться, но предполагаемые от сланца и зелени объемы энергии, как и положено в энергетике, уже включены в будущие планы и в будущие балансы. А вот субсидировать их больше нечем. Жирок общественного резерва потрачен западными элитами на совершенно дурацкую затею. Ну, хотя игра в понижение, если можешь закрыться, это совершенно не дурацкая затея. Продался дорого, отобрал вокруг всю нефть, то есть откупился как бы дешево. И теперь эту гигантскую короткую позицию в энергоносителях этим элитам нужно закрыть. То есть им необходимы дешевые, а лучше вообще бесплатные источники энергии. В силу нарастающего научно-технического слабоумия технико-экономическими методами Запад сделать это не может. Эти технико-экономические решения есть только в России. Поэтому Запад и в первую очередь Европа, как наиболее энергодефицитный анклав, решила все сделать по старинке, расширить свое жизненное пространство военным способом. То есть по рецептам последнего битого нами адепта такой методики повышения уровня жизни – Адольфа Гитлера. Европа двинулась на Хостон. Начала она это движение на Хостон с Незалежной. С другой стороны, в силу совершенно объективных физико-технологических законов, себестоимость традиционной энергетики тоже постепенно увеличивается. И этот процесс начал ощущаться мировой экономикой примерно с 1930-х годов. Динамика нефти в долларе во второй половине 2000-х, вот она, отражала примерно то же, что и нефть в золоте. Вот она, эта коррекция. Но с некоторыми нюансами. Когда в 2005-м нефть в золоте уже остановилась, вот 2005 год, обратите внимание, падающая звезда, нефть в долларе, вот 2005 год, продолжала лететь. Вот она летит вверх. То есть в золоте она уже остановилась, нарисовала падающую звезду. А в долларах она все еще продолжает лететь. Глянем золото. Это отражало то, что доллар в 2005-2008 годах, вот 2005 год, 2005-2008 год. И доллар в 2005-2008 годах лихо девальвировался к золоту. В 2008 доллар допадал к золоту до значения 80-го года. Вот оно. И, как и положено, приостановился в 2008 максимум 1980 года. Вот он. Закрываем золото. Для падения нефти в золоте технически все уже было готово. Вот здесь вот. В 2006 была пробита, то есть вот падающая звезда. В 2006 она пробита. Нефть в золоте в 2007 и в 2008 приподняли за счет накачки рынков долларовыми кредитами от 2007 и начала 2008 года.
Те, кто помнит те времена, наверное, запомнили вал нагоняемого оптимизма, чтобы лучше брали ипотеку и потребительские кредиты. Но, как мы с вами видим, на котировках нефти в золоте Аннушка разлила масло уже в 2006 году. Вот здесь вот. Когда была пробита падающая звезда 2005 года. Вот это вот. Как и положено, в соответствии с реальным состоянием дел, нефть в золоте в 2008 году обвалилась. Вот она. Вот он обвал 2008 года. Открываем золотишко еще раз. Доллар в 2008 году, вот он, слегка притормозил падение к золоту. И в кавычках нефть очень неожиданно обвалилась и в долларах тоже. Для тех, кто смотрел на нефть только в долларах, это было достаточно неожиданно. Особенно глубина обвала. Но в золоте она обвалилась, смотрим, примерно на 160, то есть она обвалилась в золоте примерно на 160% от размеров волны А. Вот он размер волны А, отложенный от верха падения, и вот он 161%. Вот сюда вот нефть в золоте и обвалилась. Далее в 2009-2013 нефть в золоте, как и положено, нарисовала треугольный флаг. Вот он. То есть фигуру продолжения. Смотрим опять на золото. Доллар же в 2009, в 2011, вот он, 2009-2011 год, продолжил полет к золоту. То есть падение доллара продолжилось. В нефти в долларе это выразилось в достаточно серьезной коррекции нефти вверх в 2009-2011 году. Вот она, эта коррекция. Вследствие того, что доллар сильно обваливался к золоту. Вот оно, это падение. В 2014, вот здесь вот, после приплясов вокруг сланца и с началом его добычи американцами в пустынях Ливии и Сирии, а также в связи с разучиванием завываний вокруг зеленой энергетики, нефть в золоте опять поехала вниз и пробила фигуру продолжения. Обратите внимание, что параллельно с этим после цветных революций начала десятых годов рядом с нефтью на Ближнем Востоке Запад в 2014 начал экспансию на восток. То есть совершил госпереворот в Незалежной, на территории которой сейчас идет СВО. Открыли золотишко. В силу того, что вследствие наездов на Ближнем Востоке и беспорядков в Северном Причерноморье Западу в 2013-2015 вот они, удалось укрепить доллар к золоту примерно до значения конца 2009 года, то есть вот 2009 год, отсюда укрепился доллар. Нефть в 2014-2015 как в долларе, так и в золоте сходила вниз. Вот и вот. Как мы с вами уже говорили, чуть раньше конфигурация нефти в золоте в 16, 17 и 18 годах, то есть вот в этом месте, была достаточно сильным сигналом завершения падения нефти в золоте. Технически она уперлась в 150-летнюю поддержку, а на фундаментальном уровне начала вылазить наружу более высокая себестоимость сланцевых нефти и газа. Смотрим опять на золото. И поэтому в 2016, вот этот момент, начал завершаться откат золота к доллару. Как вы помните, из нашего долгосрочного прогноза к доллару золото в 2016-2018, то есть вот в этом месте, отрисовало к доллару две вложенных первых волны, если смотреть на рынок в месячном или квартальном масштабе.
Ссылка на ролик с этим анализом и прогнозом сейчас на экране и под этим роликом в его описании. На графике эти первые волны помечены черной и голубой единичками. И в 2019 году золото лихо их пробило вверх, то есть вот сюда. То есть с высокой вероятностью началась третья синяя волна. То есть вот это вот. После первой и второй, третья. Соответственно, мы с вами ожидаем, что это будет более масштабное падение доллара к золоту, чем падение 2000-2011 годов. Возвращаемся к нефти в золоте. Вот 2019 год. Вот он. Что имеем? У нас с вами подтвержденный разворот нефти в золоте. Вот он. Причем из глобального 150-летнего минимума. Вот он. И перспектива сильной девальвации доллара к золоту. Что нужно делать? Правильно. Мы чуть раньше сказали. Покупать. Но сначала желательно обвалить. Крутые же дорого не покупаются. Инструментом обвала, как вы помните, в 2020 выступил ВОЗ, раскрутивший вирусный психоз. Вот он. В результате этого искусственного дополнительного обвала мы получили новый 150-летний минимум в 2020 и новую восходящую звезду. И ее пробой в 2021. Вот он. То есть это повторный сигнал разворота нефти из глобального минимума. При этом был пробит вверх нисходящий 15-летний треугольник. Вот он, этот треугольник. Это дополнительный сигнал разворота нефти в золоте. В долларе нефть, соответственно, тоже развернулась относительно коррекции 2008-2020 годов. Вот коррекция, вот ее разворот. Но вела себя совершенно иначе, нежели нефть в золоте. Обратите внимание, что если в золоте нефть на развороте 2020-2023 года, то есть вот он, этот разворот, не поднялась до предполагаемой волны А. Вот она волна А. Вот разворот. То в долларе она уже фактически ходила к уровню конца нулевых, начала десятых. Вот уровни конца нулевых, начала десятых. Вот куда ходила нефть в долларе. Я полагаю, что причину вы уже поняли. Вот эта небольшая фигура разворота нефти в золоте, в нефти в долларе, банально растянута девальвацией доллара к золоту. 2019-2024 годов. Вот она, эта девальвация 19-24 года. То есть все объясняется очень просто. Как отличие динамики нефти в долларе от динамики нефти в золоте с 20-х по конец нулевых. Ну вот, допустим, вот это. Это банальная девальвация доллара к золоту. Больше тут ничего нету. Подытожим то, что нам с вами позволил сделать анализ нефти в золоте с конца 90-х годов. В конце 90-х, вот здесь, у Запада начали заканчиваться те дешевые ресурсы, которые ему удалось наворовать в России в 90-х годах. Да и Россия в начале 2000-х начала морщить лоб по поводу беспошлинного вывоза из нее так называемой скважины жидкости. Это отразилось в выходе нефти в золоте за пределы столетнего коридора. Вот он, этот выход. В самом начале 2000-х это произошло. Рост нефти привел к формированию в начале 2000-х новой волны падения доллара к золоту. Вот началась эта волна в начале 2000-х. Новое падение доллара к золоту. После этого в 2001
совершенно случайно упали башни-близнецы в Нью-Йорке, и американцы полетели бомбить Афганистан и Ирак. В Афганистане нужно было взять под контроль героин, чтобы финансировать следующие войны. В Ираке они прибрали нефть. Захват и демпинг нефтью Ирака и обещание начать добычу сланцевой нефти в 2005 году, вот здесь вот, приостановило рост нефти в золоте и позволило ее обвалить в 2008. Вот он обвал. Экспансия в Афганистан и Ирак в начале 2000-х – это первая фаза в борьбе англосаксов. Вот она, первая фаза. В борьбе за контроль над нефтью. Далее арабская весна и экспансия в Сирию и Ливию в первой половине десятых. Демпинг этой бесплатной нефтью и пляски вокруг сланца позволили обвалить нефть в 2014-2015. Вот он, обвал 2014-2015 годов. Параллельно в 2014 началась экспансия Запада на Остен. Переворот в Незалежном 2014 должен был стать подготовкой плацдарма для дальнейшей агрессии уже против России. Сирия, Ливия и Незалежная – это вторая фаза похода Запада за нефтью. Блокирование России полного захвата Сирии и возврат Крыма. Возврат Крыма и восстание Донбасса существенно смешали планы англосаксов. Смотрим золото опять. Поэтому доллар в 2019, вот здесь, начал опять обваливаться к золоту. Для усиления давления на нефть в 2020-м англосаксы организовали вирусный психоз, провоцируя Россию и Китай на резкий ответ с целью организовать на них общемировое давление. В арьергарде прямого противодействия Западу позицию тогда обозначила пока только Беларусь. Россия и Китай на время уклонились от прямой конфронтации в 2020-м. Это был третий этап давления на нефть и попыток поставить ближневосточные и российские ресурсы под контроль через пандемийно-карантинные процедуры. Россия тогда отказалась от внешнего контроля, поэтому следующий этап агрессии был предопределен. Так закончился третий этап охоты за мировой нефтью, то есть третий этап охоты Западом за мировой нефтью и энергетикой. В 2021 через нагнетание истерики и подталкивание Киева к нападению на Донбасс вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН, Запад начал четвертый этап уже прямой агрессии против России, спровоцировав ее на СВО. Позже, в октябре 2023 Запад через провокацию в Израиле попытался втянуть в военный конфликт Иран. Так, в 2021-2022 годах начался четвертый этап попытки захвата англосаксами мировых рынков и ресурсов. Сейчас на очереди стоят Китай, Индия и дестабилизация всего Индо-Тихоокеанского региона. Возвращаемся к динамике нефти и переходим в ней в 2,5-летний масштаб. Это нефть в золоте и в долларе в 2,5-летних свечах. В начале 20-х нефть в 2,5-летнем масштабе, как и в годовом, тоже нарисовала восходящую звезду. Вот она. И пробила ее вверх. Вот пробой. С одной стороны, это признак того, что нефть в 2,5-летнем масштабе в горизонте 2-4 свечей с высокой вероятностью покажет рост. То есть на горизонте 5-10 лет мы с вами с высокой вероятностью ожидаем рост нефти в золоте как минимум на размер восходящей звезды. Вот на этот размер примерно. От места ее пробоя. То есть в район 0,8, 0,01 унция за баррель. А это минимум в 2,5-3 раза выше текущих цен. Вот у нас уровень примерно 0,03. Напоминаю, что сейчас мы говорим о ценах в золоте. А с другой стороны, обратите внимание, что чисто технически картинка в золоте в 2,5-летнем масштабе очень сильно напоминает картинку в годовом масштабе периода
16-18 годов. Если хотите посмотреть параллельный годовой график, тормозните ролик и откройте публикацию с графиками в Дзене. Ссылки на эту публикацию под этим видео в его описании. То есть локально, возможно, еще в течение 1-3 свечей колебания нефти в золоте вниз или в пределах восходящей звезды, где-то вот в этой вот области. 1, 2, 3 свечи еще может поколебаться. Фундаментальная причина есть. То есть для этой коррекции и колебания. Это глобальный экономический кризис. Значит, должны появиться поводы масштаба вирусных проблем 2020 года и масштаба СВО. Наиболее вероятно, что это будет эскалация и расширение прямых участников военного конфликта России с Западом. Подробно возможны сценарии поведения нефти в золоте и долларе. В этой возможной коррекции нефти в золоте и в долларе мы с вами будем смотреть в следующем ролике в прогнозе на ближайшие несколько кварталов и месяцев. Таким образом, начиная с 2020 года, как мы с вами определили ранее, мы имеем высокую вероятность начала очень масштабного на пятилетие и десятилетие либо колебательного в рамках столетнего коридора, то есть примерно вот в этом вот диапазоне, либо восходящее движение нефти в золоте, то есть за пределы этого коридора. При этом динамика нефти в долларе будет определяться только степенью высоковероятной девальвации доллара к золоту в этот период. Возвращаемся в годы. Сейчас. Так у нас. Черт. Примерно вот так сделаем. Чуть подрастянем, чтобы лучше видно было. И то же самое сделаем для нефти в долларе. Ой, здесь у нас график так и был годовой. Нисходящий треугольник в нефти, в золоте и в долларе. Вот нисходящий треугольник в золоте. Вот нисходящий треугольник нефти в долларе. Позволяет нам определить наиболее вероятное время формирования локальных максимумов от пробоя этих треугольников. В случае с золотом это примерно 2026-2027 годы. То есть где-то примерно вот в это время будет сформирован локальный максимум от пробоя вот этой коррективной волны. А вот в случае с нефтью в долларе мы получаем несколько иную оценку. В нефти в долларе формирование локального максимума наиболее вероятно произойдет в 33-34 году. То есть вот здесь примерно. Вот так вот. Вот этой пунктирной линии это дело обозначено. То есть это 32, 33, 34 годы. То есть на 6 лет позже, чем в золоте. Это крайне важный результат. О чем говорит отличие времени формирования локальных максимумов нефти в долларе и в золоте. Полагаю, что самые проницательные и те, кто внимательно смотрел историю нефти в золоте и долларе, уже догадались. Правильно. Максимумы нефти в золоте и в долларе будут разнесены по той же самой причине, по причине предстоящей высоковероятной масштабной девальвации доллара к золоту. Один раз мы уже сталкивались с подобной ситуацией явно. Это было в 70-х годах. Вот смотрите. В золоте нефть показала максимум в конце 60-х годов. Вот он максимум. И далее в начале 70-х и все 70-е годы обвалилась и, как и положено во время сильного экономического кризиса, лежала внизу. То есть нефть в золоте вела себя в полном соответствии с приметами так называемой экономической науки. А вот в долларах, вот тот же самый период, нефть показала максимум позже на 10 лет. Только в 1980 году. Вот он максимум нефти в 80 году.
Причина очень простая. Доллар хлопнулся в 70-х годах, вот в это время, к настоящим деньгам, то есть к золоту, примерно в 30 раз. Вот это девальвация доллара к золоту в 70-х. Примерно с 30 долларов до примерно 1000 долларов, 900, примерно так. Вот она. Вот он, этот максимум 80-х годов. Поэтому наша оценка того, что нефть в долларе покажет первый максимум на 7-10 лет позже, чем в золоте, говорит о том, что в ближайшее десятилетие можно ожидать существенной девальвации, с высокой вероятностью существенной девальвации доллара к золоту масштаба 70-х годов. Но обращаю ваше внимание, что эта девальвация уже идет с 2000-х годов. Вот она. С уровня примерно 300 долларов. Вот этот минимум начала 2000-х. И часть пути на самом деле уже пройдена. Вот она. Наш с вами вывод из анализа динамики нефти в золоте и долларе говорит о том, что в ближайшие десятилетия мы с вами еще увидим достаточно масштабную девальвацию доллара к золоту. То есть даже от текущих значений. И как могут помнить те, кто знаком с нашим долгосрочным прогнозом золота к доллару, это усиливает наше с вами утверждение о том, что движение золота к доллару вверх с 2016 года, то есть вот отсюда и вот до сегодняшнего дня, и в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью будет более масштабным, чем девальвация доллара к золоту с начала 2000-х по 2011 год. То есть чем вот эта вот девальвация. То есть от 16 по сегодня и на ближайшие 5-10 лет ожидаем, что это движение будет более масштабным, чем движение 2000-2011. То есть это косвенным вторым независимым способом подтверждает нашу с вами гипотезу, что движение золота к доллару с начала 2000-х по 2011, то есть вот это движение, это только первая синяя волна в третьей большой зеленой, то есть во всей вот в этой зеленой волне большой. А движение с 2016 года по настоящее время, то есть вот отсюда и по сейчас, это только третья синяя волна в большой третьей зеленой. То есть, причем еще не сформированная до конца. Первая синяя волна у нас с вами примерно 11 лет. С 2000 по 2011. Поэтому третья синяя волна должна быть примерно от 11 до 17 лет. Добавляем это к 2015 году и получаем 2026-2032 год. То есть мы получили, что третья синяя волна золота к доллару должна завершиться в 26-32 году. Наиболее вероятно, что она может иметь локальный максимум в 26-м и потом продолжить рост до начала 30-х. Но внимание, мы с вами сейчас говорим об очень больших масштабах в золоте. Это масштабы 5-10 лет. И смотрим на годовые свечи. Локально в золоте назрела коррекция. В апреле и мае мы имеем две месячных падающих звезды. Пробой минимум мая 2277.15 по споту и далее минимум апреля 2228.5 долларов за унцию будет означать высокую вероятность начала коррекции золота к доллару. Наиболее вероятный диапазон коррекции 2140-2190 долларов за унцию. А наиболее вероятная продолжительность этой коррекции по времени – это примерно конец июля, начало августа 2024 года. Это означает, что на реализации условия начала коррекции золота к доллару как минимум нужно закрыть длинные позиции в золоте. То есть позиции в золоте, открытые за долларовый кредит выше собственного капитала. И по дневным или недельным данным можно попробовать по вашей системе, то есть по которой вы работаете, приоткрыть на несколько месяцев короткую позицию в золоте. Напомню, что под короткой позицией в золоте какой-либо из фиатных валют на нашем с вами канале
мы с вами понимаем продажи части золота из нейтральной позиции, то есть из позиции полностью в золоте, за какую-либо из этих фиатных валют. Ну а в данном случае мы говорим о долларе. Обратите внимание, что прогнозируемый разворот и предполагаемая коррекция золота происходит вблизи уровня 2300. Вот у нас эта меточка стоит, 2200, 2300, который мы с вами обозначили как важный еще больше года назад. То есть где-то вот примерно вот в этом месте мы с вами об этом говорили. То есть еще в самом начале наших роликов. В наших среднесрочных прогнозах по золоту. В золоте к рублю ситуация похожая. Там майская месячная падающая звезда. Причем ее минимум 6695.6 рублей за грамм уже пробит. И я ожидаю коррекции золота в район 6200-6500. После прогноза в следующем ролике, по нефти на пару ближайших месяцев и кварталов, краткосрочный прогноз по золоту к рублю и доллару, а также доллара к рублю, мы с вами подкорректируем. Смотрим опять на нефть. Это нефть в золоте и в долларе в годовых свечах. Наш прогноз локального максимума нефти в золоте по нисходящему треугольнику, то есть вот по вот этому, примерно как первая оценка максимума в золоте к доллару, тот же 2026 год. А прогноз локального максимума нефти в долларе, вот здесь вот, по нисходящему треугольнику, вот поэтому, тоже как вторая оценка максимума золота к доллару, это примерно 2033-34 год. Почему я говорю о локальных максимумах? Начинаем, конечно же, с нефти в золоте. Актив в золоте – это главный график, потому что он показывает реальную экономику и реальную динамику. А график нефти в долларе производный от него, и в основном он отражает девальвацию доллара к золоту. Во-первых, в нефти в золоте у нас с вами помимо нисходящего треугольника вот этого, есть нисходящий флаг начала 20-х, начала 10-х, начала 20-х годов. Вот он, этот флаг. На графике я его не стал помечать, чтобы не зачернять. Этот флаг пока не пробит. Но его пробой, то есть пробой максимума 22 года, вот он, очень высоко вероятен. Если этот пробой произойдет, то нефть с высокой вероятностью должна подняться в золоте от точки пробоя, то есть от максимума 22 года, как минимум на высоту этого флага. Вот высота этого флага. Вот она. То есть примерно в область 0,12-0,13 унции за баррель нефти. А это прямая угроза пробоя 150-летнего, вот от него кусочки. Вот второй кусочек. 150-летнего треугольника, который мы с вами смотрели в 10-летнем масштабе. Пробой этого глобального треугольника будет означать, что нефть с очень высокой вероятностью будет расти в золоте до конца столетия. Это то, почему я говорю о том, что вот эти максимумы наиболее вероятно будут локальные, то есть 26-го и начала 30-х годов. И во-вторых, помимо рассмотренного нами наиболее короткого треугольника, вот этого, есть еще более пологий и более длинный. Это треугольник от луча 2008 года и 22. То есть вот этот луч, вот так вот будет треугольник. И старого луча от старого треугольника 2009-2020 годов. То есть вот такой треугольник, более пологий. Он тоже, чтобы не зачернять, я его не стал показывать на графике. Если начнется подтверждающий рост от пробоя разворотной конструкции, которая уже сработала вот это 20-21 годов, то этот более пологий треугольник будет пробит даже раньше нисходящего флага. То
то есть раньше вот этого флага. Этот второй нисходящий треугольник дает оценку локального роста нефти в золоте примерно до середины конца 30-х годов. Как и в случае с золотом к доллару, отдельно вас предупреждаю, что сейчас мы с вами смотрим на нефть в годовых и более свечах. А все выводы делаем относительно долгосрочных тенденций, то есть на пятилетки, на годы, на пятилетки, на десятилетия. Но локально, более краткосрочно, в нефти сформировалась ситуация, которая говорит о том, что в ближайшие месяцы очень высока вероятность краткосрочного падения нефти в ближайшие несколько месяцев. Причем пока критерии для краткосрочного падения сформировались и реализованы только для нефти в золоте. Для нефти в долларах пока эти критерии не реализованы. Но это, как и положено, исходя из того, что динамика активов в золоте всегда показывает формирующуюся тенденцию раньше, чем в фиате. Ситуация сейчас, развивающаяся в нефти и в золоте, это прямо классическая картинка иллюстрации того, как динамика какого-либо актива в золоте выступает опережающим индикатором для его динамики в фиате. В данном случае в долларе. И у нас с вами сейчас возникает уникальная возможность посмотреть в ближайшие месяцы в режиме реального времени на то, как сработает это свойство. Подробно мы с вами будем разбирать краткосрочный прогноз в нефти, в золоте и в долларе в следующем ролике. Но сейчас я отмечу, что краткосрочный критерий, реализованный в нефти и в золоте, технически очень сильно похож на краткосрочную ситуацию, которая сложилась в нефти в начале 2020 года. То есть вот примерно вот здесь. Ситуация в меньших масштабах очень сильно похожа. Надеюсь, вы помните, что выступило поводом и спусковым механизмом для падения нефти и всех активов в начале 2020 года. Это означает, что сейчас мы с вами входим в период, в котором очень высока вероятность событий масштаба вирусных проблем 2020 года. Я говорю только о масштабе этих событий, а не обязательно прямо о таких же вирусных проблемах. Хотя ВОЗ может и намолить что-то подобное. Они ж постоянно камлают о новом вирусе. Для нефти WTI в золоте я оцениваю наиболее вероятный диапазон падения примерно в область 0,22-0,29. То есть примерно вот куда-то вот сюда. Ну, может быть, в прыжке до 0,13, до 0,18. То есть, может быть, вот до сюда еще может сходить как бы. Я на графике показываю, но вы понимаете, что это годовой график. Мы потом с вами все это дело посмотрим уже в меньшем масштабе. То есть это годовые свечи, не забывайте. Соответственно, для нефти в долларе я ожидаю коррекции нефти до зоны примерно 35-58. То есть примерно вот в эту зону. Вот сюда вот. То, почему я использую технический термин коррекция, мы будем разбирать в следующем ролике. А сейчас смотрим еще раз на дополнительные признаки. Во-первых, чуть раньше мы с вами определились, что высока вероятность начала коррекции золота к доллару. То есть это означает, что велика вероятность локального усиления доллара. Поскольку в Штатах циклопический двойной дефицит бюджетный и торговый, то доллар может локально укрепляться либо вследствие подъема процентных ставок, либо вследствие каких-то экономических, военно-политических или террористических проблем в Европе или Азии. Серьезные экономические проблемы, судя по тому, как стоят индексы, вполне возможны как в самих Штатах, так в Европе, так и в Азии. Все региональные фондовые индексы в золоте висят на соплях и готовы в золоте обвалиться в любой момент. Причина у всех одинаковая. Физико-экономическая невозможность расширенного воспроизводства экономик в рамках углеводородной экономики, основанной на тепловой машине. Практически никто, кроме нашего президента и нас с вами, настоящей причины этого кризиса не понимает.
Но фатальность этого кризиса и его масштаб чувствуют уже практически все. Вопрос только в том, с кого начнется очередной виток этого глобального кризиса. Помимо объективных причин развития следующего этапа глобального экономического кризиса, который выражается в гипернизких реальных ценах на нефть, то есть в низких ценах на нефть в золоте, есть еще и субъективная, то есть шкурная причина заработать на возможности побольше закупиться нефтянкой на краткосрочном падении нефти. Падение нефти первой половины 2020 года, то есть вот здесь вот, было подготовленным, намоленным и наигранным. И одной из его целей было качнуть цены нефти, а значит и стоимость энергетической компании, чтобы тем, кому положено, удалось гипернизко открыться в этих активах, ну и в самой нефти. Сейчас чисто технически складывается аналогичная ситуация, как возможное повторение той ситуации 2020 года. Технически разворотная конструкция 2020-2024 года, то есть вот это, вполне допускает поход нефти в золоте вниз в пределах восходящей звезды 2020 года, то есть примерно вот в этом диапазоне. Аналогично и для нефти в долларе, то есть вот здесь вот. И это падение может быть использовано крупными игроками для наращивания позиций в энергетическом секторе. Для этого это падение и наигрывается. Именно для этого и высокие ставки по доллару, и военно-политическая нестабильность в Европе с Россией, и напряженность на Дальнем Востоке с Китаем. Также в этом падении есть и военная и политическая заинтересованность Запада. С одной стороны, даже краткосрочное падение цен на нефть в условиях замороженности части нашей валютной кубышки может оказать негативное дестабилизирующее влияние на нашу экономику. А наш противник очень сильно этого хочет. С другой стороны, существенное даже краткосрочное падение цен нефти в золоте и долларе может очень сильно дестабилизировать Ближний Восток, усилить контроль над которым хочет Запад. Для Запада это крайне важно. Когда мы с вами дальше будем смотреть цены, ну там чуть позже, уже после недвижимости, индексов, мы с вами будем смотреть зерно. Как раз я вам покажу механизм, по всей видимости, который будет задействован, скажем так, в попытках нагибания Ближнего Востока, то есть через продовольствие. Во-первых, взять под контроль – это и есть открытие очень больших позиций в нефтянке по очень низким ценам. А желательно вообще почти бесплатно. Ну, то есть за удар томагавком, я имею в виду ракетой по голове. А во-вторых, этот контроль над нефтью и газом Ближнего Востока позволит англосаксам сделать с Индией, Китаем и всем Дальним Востоком примерно то же самое, что они сейчас делают с Европой. Энергетическая или сырьевая блокада – схема старая и надежная. Именно так еще Наполеон хотел бороться с Британией в начале 19 века. А американцы душили Японию в конце 30-х, начале 40-х годов прошлого века. Из-за чего, собственно, Япония тогда и объявила войну Штатам. Экономическая причина для снижения нефти в золоте есть. Это развивающийся с середины нулевых, то есть вот отсюда, глобальный экономический кризис, падение эффективности углеводородной техноэнергетической эпохи. Поводом для обвала нефти в золоте в ближайшие месяцы могут стать эскалация угрозы ядерного конфликта в Европе, нагнетание напряженности и возможный переход в горячую фазу конфликта Штатов с Китаем, а также и увеличивающаяся вероятность сильного промышленного спада в Европе. А вместе с ним и сильного падения евро к доллару. Одной из форм проявлением этого может стать увеличение разрыва ставок в Штатах и в Европе. Европа не в силах бороться с промышленным спадом, уже начала опускать ставки, а Штаты еще пока придерживают, чтобы усилить скорость перетока капиталов из Европы.
Спусковым информационным поводом для инициирования обвала могут стать конкретные события с эскалацией ядерных угроз. Помимо этого, пометуя первую половину 2020 года, может выскочить какой-нибудь вирусок, о котором постоянно камлает в последнее время ВОЗ. А также возможны крупные теракты на Западе или резонансные политические убийства. Еще в пользу падения нефти может очень сильно сыграть обострение борьбы Трампа с Байденом после вынесения Трампу и сыну Байдена обвинительных приговоров. Очевидно, что это очень серьезное обострение внутриполитической обстановки в Штатах, которое двигает их к открытому гражданскому конфликту и, несомненно, может сказаться и на процентных ставках, и на экономической конъюнктуре. Но вы должны четко понимать логику и взаимосвязь рыночных тенденций и возможность следования за ними как бы неожиданных событий. То, что мы технически видим на рынке нефти, говорит о том, что идут крупные процессы по открытию краткосрочных коротких позиций в соответствии с общей макроситуацией. Но рынок – это всегда как минимум два противоположных интереса – быки и медведи. Одни создают условия для роста, другие для падения. Это нескончаемая борьба. Причем с учетом размера триллионных интересов с каждой из сторон, это борьба без правил. То есть крупные прибыли больше 7-8 нулей зарабатываются при помощи зачетов смертей. И чем больше нулей, тем больше зачетов смертей. Таким образом, динамика нефти в золоте, а значит и в долларе, в ближайшие несколько кварталов и лет будет определяться технической трактовкой фрагмента нефти с 2020 года по настоящее время. Нефть в золоте – это наиболее вероятно начало в нефти в золоте это наиболее вероятно начало достаточно длинной по времени, как минимум на 10-15 лет, коррективной волны вверх. А в долларах это наиболее вероятно начало большой третьей зеленой волны, как минимум на несколько десятков лет. Для уточнения критериев начала этого движения нам необходимо идти из годов в младшие масштабы, в кварталы и месяцы. Именно этим мы с вами и займемся в следующем ролике. А на этом разрешите с вами попрощаться до следующего ролика и пожелать вам спокойной объективности и выгодных знаний и открытий.